Всем привет! И сегодня мы смотрим самый долгий отчет среди всех мною увиденных по игре Stronghold Kingdoms. Сразу запускаем таймер и приступаем к просмотру. Отчет любезно предоставлен игроком Сквозь Беб. Кстати, да, я публикую не только свой видеоконтент, так что если у вас есть что-то интересное, скидывайте отчет в игре и напишите в личку, на каком сервере смотреть. В общем, погнали! It's all about humanity. It's all about humanity. Как вы видите, от нападающих осталось всего несколько лучников. И будь это стандартный отчет, он бы закончился через несколько десятков секунд. Но только не сегодня. Более того, совсем скоро останется всего один лучник, который будет тащить данную катку. Я хотел посчитать, сколько же юнитов по итогу перебьет наш герой и оставшиеся катапульты. Но у меня была уважительная причина этого не делать. Лень. Так что буду признателен, если кто-то все-таки это сделает. Тем временем, наш герой остается один и начинает свой акт аннигиляции защитников. It's all about humanity. It's all about humanity. Честно признаться, такое огромное количество событий в кадре я тоже смог осилить не с первого раза. И даже не со второго. Так что я не буду над вами издеваться и все-таки немного ускорю данную феерию динамики. Ну и по сложившейся традиции, пока вы продолжаете смотреть, и я надеюсь считать юнитов, обсудим некоторые события в игре Stronghold Kingdoms. Первое. Закрытие сервера Глобальный Конфликт 6. Если вы хотели там резнуться и начать играть, то явно не рекомендую. Все дело в том, что если ничего не поменяется, то сервер закрывается уже во второй половине января. Вполне возможно, что через пару недель. А вот если у вас остались невыполненные квеста, то милости просим. Самое время зайти и доделать их. Как известно, карты и очки карт на дороге особо не валяются. Уже прошло больше 4 минут, а отчет и не думает заканчиваться. Ну что ж, ускорим еще. Открытие сервера Глобальный Конфликт 7. Так-то данный сервер открылся уже около месяца тому назад, но на текущий момент на нем нету даже 5000 игроков. Для сравнения, в той же 6-й глобалке на старте было значение порядка 12 тысяч аккаунтов. Так что рекомендую на него зайти из чистого сострадания. А серьезно, сервера, которые имеют не очень активный старт, позволяют разным командам постепенно на него вливаться и претендовать на победу. Ну или как минимум на интересную войнушку. Так что если вы думаете, на какой бы сервер запрыгнуть, то настоятельно рекомендую рассмотреть вариант ГК-7. 6 минут боя, а наш герой-одиночка продолжает фармить фраги. Это безусловно прекрасно, но ускорим еще. А где же обещанный ролик по серверу Волка, спросите вы меня? Так вот же он. Данное действие происходит именно на указанном сервере, так что формально обещание исполнено. На самом деле, думаю, после закрытия ГК-6 времени свободного появится чуть больше, как надеюсь, и контента на данном канале. Тем временем, на сервере Волка без особых изменений. Регулярные волчьи осадки примерно в 80-90% случаев от всех якорей. Порывы ветра до 5 капитанок с размером до 500 катапульт в каждой. Так что одевайтесь теплее и не забывайте использовать интердикт перед вторжениями. Как вы могли обратить внимание, время боя преодолело значение в 10 минут. А между прочим, это была уже ускоренная запись клиента игры. Но если вдруг найдутся особые эстеты, которые захотят увидеть данный отчет в нормальной скорости, то нет ничего проще.
Ну, допустим, 100 лайков, и я заливаю данный видеоролик. И, конечно, жду топового комментария с предложением 12-часовой версии. А по отчету все просто. Отсутствие баллист, пикинеры без агры и лучники в отдалении сделали вообще возможным подобное развитие событий. Но согласитесь, выглядит достаточно эпично. Итоговую цифру на секундомере вы видите сами. А на этом все. Приятной игры в Stronghold Kingdoms. It's all about humanity.